На первый взгляд обычная сцена. Вы собираетесь в отпуск и находитесь в предвкушении лучших выходных в вашей жизни, оставляя дом на несколько дней без присмотра. Но именно в такие моменты на горизонте появляется он, марокканец, то есть Окупас. И он уже давно ждал удобного случая. Шаг номер 1. Незаметно проникнуть в дом. Пара ловких движений, и замок сдается. Незваный гость осматривает дом, и через пару мгновений, среди чужих вещей, он словно хозяин. Затем Окупас приступает ко второму шагу – замене замков. И затем шаг номер 3 – заказать еду, чтобы иметь липовое подтверждение проживания в чужом доме. Простая схема, но теперь выселить его отсюда не сможет даже полиция. И у такого Окупаса может быть даже окупёс. К сожалению, такой сценарий – реальность для многих домовладельцев в Испании. Но не в этот раз, ведь нас попросили присмотреть за этой виллой. Привет, я Катя. Привет, я Кирилл. И в этом выпуске болгарские перцы живут на испанском побережье. Сначала небольшая предыстория. 5 дней назад нам написал знакомый, у которого есть знакомый, которому нужно, чтобы в их отсутствие вилла была под присмотром. Мы удаленщики, у нас есть время, поэтому мы, конечно же, согласились. Пока я прилетел только с Рио, а Катя присоединится через пару дней. Есть время освоиться. Я называю такие дома айсберги. С одной стороны, ты видишь лишь небольшую верхушку, а на деле это здоровенная вилла. В доме на окнах на уровне человека везде мощные решетки. И также на дверях. А все выше, куда не дотянуться, закрывается роль ставнями. Это клоп. Да, с насекомыми придется подружиться. И входная дверь тоже довольно массивная. Все эти меры – необходимость. Окупасы в Испании не редкость. И это самый странный закон, о котором я слышал в своей жизни. Занятие пустого жилья – это административное правонарушение, и полиция не имеет права выселить окупасов без судебного решения. Давайте взглянем, с чем мы здесь имеем дело. Здесь 3 спальни, 2 санузла, большая обеденная зона и кухня, комната, в которой мы будем работать, и несколько пустых комнат. Да, дом все еще в процессе ремонта. Ну и главное, просторный задний двор с каким-то невероятным видом. И все это бесплатно. Я же не сошел с ума. В общем, есть где развернуться, а я пошел домой раскладывать вещи, потому что начинается дождь. После вчерашнего ливня с крыши смыло всякую грязь. Оно, видимо, забило слив. Я сейчас прочистил, и вода ушла туда вниз. Но проблема в том, что под этой площадкой есть еще несколько комнат, в которых я никогда не был. У них отдельный вход. И сегодня я решил в первый раз их проверить. И там все затопило. Вся эта вода натекла с потолка. Там вот наверху как раз находится слив. Как говорил дядя Бен Человеку-пауку, чем больше дом, тем больше и уборки. После удаления воды из помещения я открыл окна, чтобы внутри все просохло и не покрылось плесенью. Мокрый картон собрал в отдельную стопку и понес к мусору. Но с мусором сначала нужно разобраться. Мы живем в частном секторе, и у каждого вида отходов свой день вывоза. Когда баки наполняются, их нужно выставить за калитку. Видов отходов 5. Бумага, пластик, органика, листва и остальное. Ходит байка, что иногда в таких местах окупасы узнают о пустующем доме от мусорщиков. Если у дома долго не появляется мусор, значит там никто не живет. Пребывание на этой вилле – интересный опыт. Пока Рио знакомился с местной фауной и гонял вездесущих богомолов, я примерял на себя роль хозяина загородного дома. Честно сказать, всегда хотел проверить, так ли это романтично. Ведь здесь постоянно приходится чем-то заниматься. А еще чистить бассейн – это целая наука.
И вот, спустя 2 дня уборки, я был готов встречать Катю. Это обычный общественный транспорт, но вообще Испания – это лидер по протяженности скоростной железной дороги. Поезда разгоняются до 300 км в час и связывают большие города в разных частях Испании. Можно даже состыковаться с французским поездом и доехать прямиком до Парижа. И при этом очень быстро. В общем, электрички неплохие, даже с туалетом. Я доехал до небольшого городка Калелья. Здесь у меня было запланировано одно дело. Так как путешествие получилось довольно спонтанное, не получилось забронировать машину заранее по бюджетным ценам, я нашел какой-то агрегатор, где частные лица сдают свои автомобили. Надеюсь, что машина будет достойная. Аренда стоила всего 18 евро в сутки. Получив ключи, я сразу отправился в аэропорт Барселоны. В этот раз Барселону мы проезжаем мимо, потому что в прошлом выпуске, который никто не смотрел, мы посвятили ей половину всего хронометража. Мы добрались до Коста-Браво уже к вечеру. По дороге закупили продукты для ближайших дней. И я, наконец, провел Кате экскурсию по дому и округе. На первый совместный ужин у нас по плану были бургеры и пиво. Пара-па-па-пам, что я люблю. Мы взяли сыр, надо огуречки. Окей, котлетки, это самое главное, котлетки. Эта корзинка нужна для того, чтобы спускать продукты. Непростая эта работа, скажу я вам. С утра до вечера драить дом. Просто я люблю порядок. Поэтому сегодня я провел весь день за уборкой. И надо сказать, что если у тебя есть время, то такие хлопоты, они даже в радость. Да, мне очень нравится расположение этого дома. Мне нравится отсюда шикарный вид на горы, на лес. Просто фантастическая природа. А с другой стороны, в 15 минутах ходьбы находится пляж. И это не просто какой-то, хороший пляж. Он просто лучший, он очень красивый. Завтра, если будет хорошая погода, мы обязательно туда сходим. А пока время бургеров. Давайте спросим у Кати, как ей по 1000 раз в день подниматься по ступенькам туда и обратно. Катя, как тебе подниматься 1000 раз в день по ступенькам туда и обратно? Мне нравится. Ну скажи просто, обычно. Обычно. Нет, с нормальным голосом. Не наигранно, просто скажи. Нравится мне подниматься туда-сюда. Вот, а пиво ей нравится. Солнце уже село, мы идем включать свет. Да, так себе миллионеры, которые кушают бургер на ужин. Или это нормально для миллионеров? Я не миллионер, я не знаю. Это какой? Все вглядываются в ночь, потому что мы услышали диких кабанов. Вот видео, когда мы видели в предыдущий раз. Они приходят сюда каждый вечер. Ну ладно, бургер достойный миллионеров. Ну что, как у тебя впечатление от первого дня? Есть свои плюсы и свои минусы. Что касается плюсов, то это классная, огромная территория, это свежий воздух, это возможность выйти на улицу вообще в любой момент, чтобы освежиться. Это офигенная природа вокруг, очень красивые закаты, очень красивые деревья, большой бассейн и собачки. Очень тут комфортно и просторно. Что касается минусов, то это все-таки вдали от города. Чтобы пойти в магазин, нужно выделить этому время или быть как минимум на колесах. Вот. Ну и в целом большая территория, которая требует постоянного ухода, постоянной уборки, как внутри дома, так и снаружи. И это еще не конец вечера, ведь дальше нас ждет киносеанс на открытом воздухе. Этот вечер и много-много последующих мы проводили именно так. Все-таки свой дом – это и правда романтика.
Я уже бывал здесь на разведке и теперь понимаю, почему местные так любят это место. Пляж Санта-Кристина, наверное, самый красивый и живописный, который находится недалеко от нас. В основном сюда приезжают люди, кто, как и мы, живет в виллах на холмах, либо из соседних городов. И то, что вы видите сейчас, это лишь половина пляжа, потому что Санта-Кристина состоит из двух частей. Это более спокойная и уединенная, а на другой стороне, за скалой, находится отель. Но, тем не менее, атмосфера остается довольно камерной. И это не какая-то частная история. На Коста-Браво такое повсеместно. Бухточки чередуются буквально одна за другой. Ну и, конечно же, я не откажу себе в удовольствии искупаться в этот жаркий день. Какое же потрясающее место. И здорово, что пляж оборудован буквально всем. Здесь есть и бесплатный туалет, и душ, и даже 2 ресторанчика. Также на скале здесь находится часовня, где каждую субботу проходят испанские свадьбы. Перед ней есть большая парковка. Сейчас она бесплатная, но, думаю, в летний сезон придется заплатить. На пляж я ходил один, пока Катя работала из дома. А вот вечером мы отправились погулять уже вдвоем. Мы впервые пошли прогуляться по нашему району, точнее, пройти в ближайший город. Но здесь, короче, такая атмосфера испанской деревни, ну, богатой испанской деревни. Я видел даже петухов. Конечно, подмывает мысль о том, чтобы здесь остаться жить. Ну, не конкретно на такой вилле, потому что мы не миллионеры и не можем потянуть себе такую жизнь. Но жизнь в каком-нибудь небольшом городке на побережье Испании вообще вполне, потому что здесь квартиры начинаются где-то 600-800 евро можно снять двухкомнатную приличную квартиру. Добраться до города пешком буквально минут 20 таким неспешным прогулочным шагом. И воздух свежий, классный. Ну и скажи еще про вид. Вид, нормальный. Нормальный вид, вид потрясающий. Сейчас ты вот с той стороны увидишь море, там горы, на которых тоже такие же виллы. Как тебе теперь видок? Вот теперь красиво, конечно. Дорога, конечно, классная, но она все время идет на спуск. Я представляю, как потом будет сложно подниматься сюда. Мы входим в город Бланос. Это небольшой курортный городок, на окраине которого мы живем. И все, что о нем нам известно, это то, что его называют воротами на Коста-Браво, потому что отсюда начинается легендарное испанское побережье, и тянется оно примерно на 200 километров. С Катей я несколько раз ходил в Бланос по соседней улице в магазин и никогда не видел здесь вот эту вот штуку. Не знаю, чему я так удивляюсь, все-таки это испанский городок, а испанский городок очень сложно представить себе без католической церкви. Как можете видеть, улочки здесь очень узкие, холмистые и при этом почти пустые. Дошли до центра, началась движуха. И внезапно еще один нежданчик. Что-то очень древнее, что-то очень готическое. Судя по этим дыркам, это какой-то древний фонтан. Некоторые дома в Бланосе тоже довольно древние. Чувствуется, что за каждым домом скрывается своя история.
Табличка на этом красивом доме гласит, что жители Бланоса эмигрировали в Южную Америку в поисках лучшей жизни, а когда богатели, возвращались на родину и строили такие красивые дома. Вообще, Бланос хоть и тихий, но все-таки курортный город. Летом у моря кипит жизнь. А в остальные сезоны он превращается в спокойное прибрежное поселение с размеренным ритмом. Ого. А еще под этой набережной находится парковка. Вот такой вот факт. Не знаю, о чем рассказывать. Я первый раз снимаю влог. Yeah, it's very freshy. Очень милый магазинчик. Здесь вообще таких довольно много. Все-таки это раньше была рыбацкая деревушка. Бланос сотни лет жил морем. Но сегодня об этом времени напоминают лишь редкие детали. Мужчины уходили в море на деревянных баркасах. Женщины чинили сети прямо на набережной. То время давно прошло, а набережная сейчас служит совсем другим целям. Чем больше мы гуляли по всем этим улочкам, чем лучше узнавали город, тем настойчивее в голове возникала мысль о переезде. В Бланос или какой-нибудь подобный небольшой городок на побережье Коста-Браво. Также мы взяли на прокат машину, так как мы находимся немножко за городом, и даже попасть в магазин бывает затруднительно. Ну и, конечно же, в первую очередь она нужна нам для путешествий. Бардачок мы открыли не просто так. Это для того, чтобы если вор захочет что-нибудь у нас украсть, он видел, что у нас ничего нету. В этом главная проблема Испании. Это окупасы и воровство. Дело в том, что мелкие кражи в Испании не наказываются уголовно, поэтому мы здесь себя чувствуем постоянно на какой-то паранойе, всегда держим все вещи близко при себе, ну и следим обязательно за машиной. Вот все здесь хорошо, кроме этого. За моей спиной находится город Бесалу. Нам его рекомендовали посетить, так как это один из самых красивых и древних городов Каталонии. Насколько нам известно, этот город был построен где-то в XI-XII веках, и архитектура сохранилась неизменной до наших дней. Я всегда в абсолютном восторге от таких мест, от их архитектуры, от древности. Вот что называется, строили действительно на века. А это главная площадь городка. Здесь раньше проводили разные собрания, праздники и казни. В принципе, все это проводится до сих пор. Кроме казни. Да, казни больше не проводятся. Здесь располагались разные ремесленные мастерские. Теперь все это превращено в ресторанчики. Машины здесь вообще как будто бы неуместны. Город очень красивый, здесь очень мало туристов, но он прям небольшой, и его можно обойти буквально за час. Поэтому надолго мы не задержались и поехали в соседний городок. И находится он у самого подножия Пиренеев. Ты знала, что две «Л» читаются как «И»? Кастелло. Кастефойт, Белла Рока. И мы приехали сюда буквально на 10 минуточек, чтобы запустить дрон. Одна часть города стоит прямо на узком базальтовом утесе высотой около 50 метров. А эти дома словно вырастают из скалы, повторяя ее форму. Другая часть города не столь помпезная.
Весь город — это просто одна прямая улица, и даже я со своим топографическим кретинизмом здесь не заблужусь. И обязательно каталонский флаг. В общем, в Каталонии везде очень красиво, а ведь это только один регион. Я вообще думал, что независимость Каталонии это только на словах, и на самом деле она ничего не значит. А здесь, оказывается, даже дети в школах учатся на каталонском языке, а испанский у них иностранный. Это прям олицетворение спящего города. Все закрыто, очень тихо, и действительно хочется спать. Но до сна еще далеко, а ужин близко, поэтому нужно немного закупиться. Доскональное сравнение цен мы делать не будем, но в целом здесь продуктовая корзина выходит дешевле, чем в Болгарии. Возможно, потому что мы закупаемся здесь чисто испанскими продуктами, которые мы очень любим. Хамон, солями, сыры. Мы настолько любим хамон, что даже Принглс берем с хамоном. Но самое главное – это гаспачо. Еще здесь очень вкусные, а главное недорогие пиццы. И большой ассортимент морепродуктов. Мы взяли на вечер упаковку лангустин за 8 евро. И щупальца осьминога за 11. Ну и, конечно же, не обошлось без местного вина. 5 евро за бутылку. Не знаю, когда я это ставлю хронологически, но на сегодняшний день мы живем на этой вилле уже 2 недели и впервые добрались до гриля. И будем жарить щупальца осьминога. Но собака-охранник несет свой пост. Рио, охранять! Вот он, гость программы. Bon appétit, baby. Думаю, креветки готовы. Как все аппетитно выглядит. За Испанию. Что вы хотели? Это влог. Еще один прекрасный вечер в раю. Вообще сегодня один из таких дней, когда можно сказать, что неужели жизнь может быть еще лучше. Мне нравится, что с момента нашей миграции таких дней становится все больше и больше. Но не все так безмятежно на этой вилле. Так, бассейн стал какой-то мутный. Раньше он был намного чище. Владелец дома сказал, что нужно влить средства против водорослей и провести пару манипуляций с насосом. Оказалось, нужно прочистить песочный фильтр, это вот этот пузатый бочонок, и закинуть в насос 2 таблетки хлора. Настоятельно сказали не дышать его парами. Так что действуем аккуратно. Видимо, это он. Вроде все настроил по инструкции, так что понеслась. Как будто бы ничего не происходит. Я так и не смог запустить насос, и пришлось вызвать испанского мастера, который забрал его на диагностику. А мы продолжаем исследовать побережье. Мы живем в частном секторе между 2 курортными городами. Это второй город, называется Льора-де-Мар. Может быть, он произносится не так. Название вы видели. Типичный городок, очень узкие улочки, очень мало парковок. Мы припарковались довольно далеко от центра, чтобы ничего за это не платить. И теперь просто гуляем без какого-либо плана. Так как выпуск у нас спонтанный, мы ничего не знаем о местах, которые посещаем. Это просто какая-то церковь, и за ней какой-то великолепный дом, похож на закос под Гауди. Да, битая мозаика, песочного цвета камень, вылитый Гауди. Город ориентирован на туризм. Это значит, тут много ресторанов, магазинов, азартных развлечений, а большая часть жилого фонда – это всевозможные отели. Здесь есть и тихие улочки, дальше от центра, и совсем уединенные виллы.
А еще это самый большой город на Коста-Браво. Несмотря на прохладную погоду, море все еще теплое. И сегодня было очень много желающих искупаться. Но не мы. Мы перекусили в одном из многочисленных заведений и долго гуляли по набережной. А еще мне нравится, что тут на каждом пляже вообще есть туалеты и душевые кабины. Еще мы никогда столько русскоговорящих не видели, кстати, вообще. 100%. В Лорет-де-Мар часто можно встретить надписи на русском, что в Испании уже само по себе редкость. Но город при этом не теряет своей каталонской атмосферы. Испания удивительная страна. То есть здесь к тебе могут вломиться в дом, забрать твое жилье, и ты потом этих оккупантов оттуда не выселишь. А если у тебя что-то своруют, никто не будет это искать, и вору за это тоже ничего не будет. Но если ты гуляешь с собакой, и она здесь сыт, 750 евро штраф. Я не понимаю. Следующий день обещал быть дождливым, но мы все равно не отказались от нового путешествия. Да и без туч этот кадр был бы не столь атмосферным. Одно из наших любимых занятий в новом городе – это ходить и прицениваться, сколько здесь стоит недвижимость. Например, квартира за 179 тысяч евро или вилла с бассейном за 239. Ценники довольно приемлемые, а это Коста-Браво. А еще мы любим встречать смешные слова. Пишите в комментариях, как это переводится. Наверняка в летний сезон здесь более многолюдно, но сейчас конец сентября и довольно пасмурно, поэтому народу очень мало. В Эмпурия-Браво туристы приезжают в первую очередь, чтобы взять в аренду лодку и покататься по этой испанской Венеции. Кстати, в Испании принято давать виллам имена. Начался небольшой дождь, поэтому не уверен, что смогу запустить дрон. Но если смогу, то вот вам кадры. Еще плюс городу за то, что здесь большое нагромождение деревьев. Скорее всего, это сделано для того, чтобы защищаться от солнца, но от дождя тоже неплохо защищают. Блин, туча какая-то вообще злая идет, кстати, оттуда. Мы приехали в этот город супер спонтанно, просто тыкнув место на карте, чтобы было не дальше 100 километров от нашего дома. Так что об этом городе не знаем абсолютно ничего, кроме того, что он весь в каналах, их длина примерно 30 километров. И вот смотрите, у каждого дома, буквально у каждого, есть свой причал. Из-за дождя знакомство с городом вышло немного ограниченным, но город очень красивый, как будто бы Испанию поженили с Грецией, а еще и с Венецией. Но находится он в очень живописном месте. С одной стороны Средиземное море, с другой стороны Пиренейские горы. Пляж здесь огромный, километра 2-3 точно. Весь песчаный, широкий. Но мне такие не сильно нравятся. Мне больше нравится, когда есть какой-нибудь рельеф, скалы и прочая красота. А вот променадная набережная очень хороша. Закрывайся, закрывайся, закрывайся скорее! Дождь будет еще идти примерно 2 часа. Мы вернулись в машину, начался прям настоящий ливень. Сегодня утром вообще мы еще купались в море, и было солнечно. Катя приезжала ко мне всего на 2 недели, так как у нее давно было запланировано другое путешествие со своей семьей. А мы с Рио опять остались вдвоем в этом большом доме. И пока я занимаюсь монтажом нового ролика, самое время напомнить вам подписываться на канал, ставить лайки и обязательно писать комментарии. Это очень помогает в продвижении нашего творчества. Мы гуляем с Рио, с другой стороны нашего холма или холмов. И здесь у домов просто какой-то невероятный вид. Наверное, лучше на всем побережье. Я обожаю гулять по этому району, заглядывать в чужие дома, смотреть, какая у них территория.
Ведь виллы здесь вообще друг на друга не похожи. Возможно, есть что-то в этом колхозное, но я так чувствую. Мы несколько раз в процессе прогулок проходили это место. Я думал, что это чья-то частная территория, а оказалось, эта лестница ведет в очень красивое место. Это просто вау. Это просто вау. И эта лестница приводит вас к этой тропе вот с таким вот видом. Я не знаю, я просто из Челябинска. И несмотря на то, что мы очень много путешествовали и много чего видели, вот это каждый раз меня завораживает. Каждый раз. Ну и в свою очередь эта тропа выводит на еще один прекрасный пляж. О, ну посмотрите на это. Все для людей. И лишь одна вещь меня печалит в этой прогулке. Это подниматься обратно метров 100. Очень тяжело. Потому что я знаю, что сложно, Рио. Мне тоже сложно. У тебя хотя бы 4 ноги, у меня 2. Фух. Мы сделали это, Рио. Мы почти дома. И готовы принимать нового гостя. Пока Катя уехала, ко мне приехал мой кореш из Болгарии. Вообще он так же, как и я, из Челябинска. Теперь вот мы встретились с ним в Испании. Едем на пляж. Каково тебе быть в Испании? Ну что, как тебе вид? Вообще мы заехали сюда чисто окунуться, потому что мы едем на другой пляж, на котором я еще ни разу не был. И самое лучшее во всей этой истории, что я еще и не водитель, теперь меня будут просто возить. Не, серьезно, зачем ты фоткаешь? Я думаю, знаешь, короче, Гаспачо, она лишний балл этой стране накидывает. 100%. Не, реально, вот это не рофл даже. Че, как тебе, Гаспачо? Да, скажи, какой вид. Мне еще нравится, знаешь, что на каждом мысе стоят какая-то то ли церковь, то ли крепость. Смотри, какая скамейка. Это лучшая скамейка в мире. Слушай, да, ты прав, скамейка очень хорошая. Вот рельеф мне очень нравится. А барельеф? Ты понимаешь, я тебя вырежу. Кат. Маги. 2G. Одно путешествие. Ставлю это в трейлер ролика. Несмотря на то, что сегодня уже 4 октября, вода прям супер шикарная, мы приехали сюда, ожидая здесь увидеть город наподобие Кадакеса. Ожидания немножко не оправдались, город намного меньше, но все такой же ухоженный, красивый. Сейчас мы пойдем есть паэлью. Ребята, миссия увенчалась успехом. О, нифига ты поухаживал. Че, Жека, как тебе паэлья? Рис с овощами. Впервые в жизни паэлья была отвратительная. Будто жареная в 100-кратно использованном масле. Обидно получилось, ведь я так расхваливал Жене это блюдо. На этой ночи мы покидаем этот маленький городишко и едем смотреть на средневековый фестиваль. Сложно поверить, что все это не декорации, а реальная деревня, где живут люди. Город словно открыл портал в прошлое. Местные торговцы одеты по моде 15 века. По технологиям тех же лет выпекают хлеб. На соседней улице продают сыры, изготовленные по старинным рецептам. Даже мухи тут в тему. Атмосфера действительно средневековая. Главное не заболеть чумой.
Местные жители на этом фестивале словно вспоминают время, когда мир был проще, когда слово имело вес, а жизнь вращалась вокруг огня, семьи и труда. А на главной площади раздается звон металла, сопровождающий настоящий рыцарский поединок. Они прям люто бьются, очень мощно. Глядя на это сражение, можно забыть и какой сегодня год, и какой вообще век. Это действительно вызывает какой-то детский восторг. То есть это не просто какое-то шоу, это настоящий поединок, у которого есть правила и их судит рефери. Вон, посмотри на короля. Какой колоритный мужик. Вот вся эта каменная брусчатка, все эти каменные дома, крепость на вершине. Мне кажется, это самый атмосферный город, который я видел. И в каждом его уголке происходит какой-то экшен. Охренеть, они чуть декорации не сожгли. Продолжаю быть глубоко шокированным происходящим. В общем, мы получили очень яркие впечатления от данного мероприятия. На следующий день я устроил своему другу экскурсию по Барселоне. Это видео. Давай, скажи какую-нибудь умную мысль. Из новостей. В Саграду Фамилию мы не попали, потому что билеты нужно бронировать за 2 недели вперед. И на меня насрал попугай. А потом мы посетили город, где снимали «Игру престолов». Я в Жироне уже 3-й раз, и впервые мы здесь нашли бесплатный паркинг, который находился просто в 10 метрах от платного. Благодаря другу еврею. В этот раз я это даже не вырежу. Я говорю. Именно такая реакция и должна быть, когда ты видишь всю эту красоту. Что, ты хочешь непостановочно зайти в кадр, как будто ты только это увидел? Да, ну он прям величественно красивый. Это вот септа Бейлора, короче. Да, я понял, я сразу ее узнал. Столько маленьких деталей можно разглядывать и разглядывать до бесконечности. О, это тоже из «Игры престолов», кстати. Ты не был на Жиронской стене, ты не был в Жироне, понял? Это факт. В прошлом выпуске я подробно рассказывал о Жироне, поэтому едем в новое место. Что надо выбрать? Технология. Технология! Технология! Ожидалось, что мы сюда приедем и будем купаться, но какая-то погода не купабельная. Сосочки аж встали. Прикольный такой прибрежный городок. С одной стороны, здесь сочетается какая-то а-ля греческая архитектура и древняя Испания. Очень красиво. Город как будто спрятан между холмами, спускающимися прямо к морю. Благодаря такому рельефу здесь помимо городского пляжа есть и укромные бухты, до которых можно дойти пешком по прибрежным тропам. Ну что, пошли наверх? Наблюдение номер еще одно. Все закрыто, потому что сейчас обеденное время, а с часу до 4 обычно у испанцев сиеста. А вот бар Вилла Велла, это Вилла Велла называется этот старый город. И это единственный факт, который я знаю в жизни. Снаружи крепость, может быть, и выглядит внушительно, но внутри всего пара улочек и немного древних руин. А еще эти стены прячут очень атмосферный пляж. Мы поднялись на вершину скалы. Здесь, на самом краю Тоса-де-Мар, стоит маяк и уютный ресторан с террасой прямо над обрывом. Виды, конечно, просто крышесносные. Отвесные скалы, бирюзовая вода, мощные волны. Восторг. Это восторг.
На обратном пути мы прошлись по улицам в глубине города. Их наполняет гул туристов, разгуливающих в поисках еды, или делающих селфи на фоне белоснежных стен. Обычно я прохожу мимо туристических магазинчиков, но в этот раз кое-что привлекло мое внимание. Блин. Все, я это беру. Очень круто. Как лысеющему мужчине, это необходимая вещь. Женя приехал всего на 3 дня. Сегодня у нас последний вечер, и мы решили провести эксперимент, который гложил нас все эти дни. Что будет, если смешать гаспачо и пиво Корона? За кулинарные эксперименты. Алка кулинарные. Ой, извиняюсь. Дело реально было в соли. Дело реально было очень классно. Это просто офигенно. Итак, мы решили еще улучшить коктейль. Дело в том, что здесь на территории растет лаймовое дерево. И мы сейчас сорвем лайм, чтобы добавить его к нам в коктейль. Да, мы оба закончили юргу. Просто что за стол? Это влог. Это влог. А где нож? Ты говоришь, что не убирал. Я унес его наверх. А ты же сказал, не убирал. Я сказал, что я его Не трогал. не трогал. Да. А как ты его убрал, не трогая? А он был на тарелке, я вместе с тарелкой его унес. Гениально. Очень вкусно. Но можно улучшить еще. И мы придумали добавить острую сальсу. Ой, в туалет схожу. Ай, такая. Собака, блин, собака такая счастливая. Это идеал. Вот Можно попробовать? теперь прям мое попробуй. Теперь здесь реально есть все, что нужно. Вообще все, что нужно. Это Уже, По больше... кислотности, остроте, солености. Это лучшее, что я пробовал в своей жизни. Вот из коктейлей каких-то это прям нифига что получилось. Это факт. Не, без шуток прям. Женя уехал сегодня утром, я опять остался один, а эпопея с бассейном продолжилась. Мне нужно добраться до соседнего города, в Леруа Мерлен, и купить там новый насос, потому что наш старый насос сломался окончательно и не подлежит ремонту. Не близкий путь. Теперь ехать 1,5 часа. А для вас прошло всего 10 секунд. Я снова в Жироне, ведь ближайший Леруа Мерлен находится именно здесь. Выбор насосов пусть и небольшой, зато можно найти бюджетный вариант. О, кажется, я в нужном месте. Берем этот за 200 евро. Не думал, что это займет столько времени. Нужно было найти переходник. Порвалась коробка. Я понял, что я ненавижу бассейны. Не знаю, как я это буду тащить. Снимать точно не буду. Я устал. На заправке со мной поделились скотчем. Я склеил коробку и добрался до дома уже поздно вечером. Вот это путешествие. В общем, это отверстие подошло. Это отверстие не подходит. Завтра нужно будет искать решение этой проблемы, потому что бассейн уже начинает цвести, а залить новую воду в бассейн стоит 200 евро. Сейчас мы устроим болгарскую резню болгаркой. Так как здесь подступиться только? Надо что-то, чтобы стружка в глаза не летела. Главное – безопасность. Да, ювелирная работа. Не зря я болгарин. Теперь обезжириваем спиртом. Так,
Клей, клей, клей. Клей. Выпей баночку соплей. Так, и накручиваем. Конца до конца. Да. Так, самому бы тут не приклеится. Все дело сделано, осталось дождаться, чтобы клей схватился, и завтра утром мы наконец запустим насос. Не буду больше утомлять вас подробностями, я поставил насос на место, сейчас я залью в него воду и можно запускать. Да! Все, бассейн ожил, я невероятно горд собой. Я думаю, вы даже не понимаете, насколько это все было тяжело, сколько я потратил нервов и времени. Все заработало, все заработало. Свои последние выходные я провел в национальном парке, недалеко от границы Франции и Андорры. Очень красиво. Я видел на картинке, как это будет выглядеть, но когда ты видишь это вживую, это завораживает. Когда идешь через лес, очень холодно. Жду скорее выйти на опушку. А это же считается опушкой, правильно? Да. Блин, слово очень интересно. Сюда я приехал не один, а в компании моего друга из Барселоны и двух его подруг. Что видно? Тут видно. У тебя талант отвечать на вопросы, братишка. Тут даже камеру, если подставить, будет видно. О, прикольно. Я думал, она заброшена. Посмотри в камеру, я тебе кое-что покажу. Я смотрю в камеру, покажи. Нет, обратно. Он показывает мне член, очень маленький. Ребята, я испытываю оргазм глазами. Это очень красиво. Стойте, 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 не шевелитесь. Здесь даже архитектура другая. То есть дома преимущественно строят из серого камня. У них треугольные крыши, чтобы снег не скапливался зимой. Ну и природа. Какие горы. Просто фантастика. Мы посетили на самом деле столько мест, столько городов, и маленьких, и больших. Я думаю, я их видел больше 20 точно. И сейчас вот мы здесь, в этом национальном парке. А это все всего лишь один регион. Один из 17 регионов Испании. Испания огромная страна. Очень разная. Сегодня мой последний вечер, и пора подвести какие-нибудь итоги. Наверное, я не совру, если скажу, что вот 1,5 месяца, которые я провел здесь, пусть даже большую часть один, это, наверное, лучшее время в моей жизни. Отсюда прям действительно очень сложно уезжать, и хочется поскорее вернуться, и мы вернемся. Но нас ждет новое путешествие.